Какой все добрый молодцы, с вами Башка, это 8-я часть Arm Straight Tycoon, не финальная, скорее всего финальная будет 9-я, потому что нам до 3-го ранга еще далековато, мы его сейчас начнем изучать. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я, наверное, изучу Тетрарх, я его спроектирую, чтобы не остаться в луже. И все, я больше ничего не буду изучать. План на серию какой у меня? Я хочу достроить тут 3-е производство, я его делаю. Я хочу достроить здесь 2-ю линию снабжения и доставки. Не знаю, зачем может пригодиться. Я хочу здесь достроить 2-ю инженерную линию и 2-ю проектную линию. Просто, опять же, по приколу также я хочу выкупить все танки, ну, это тоже придется, потому что все равно новые части, давай сразу выкупим его, новые части, да, новые части это хорошо, новые части это круто, здесь, допустим, сейчас мы посмотрим на проектик его, так, пойдем отсюда, мы убираем его отсюда. Так, давайте посмотрим на его проект, что нового он нам открыл. Так, где у него тут корпус? Во-первых, это фара, защищенная фара. Опять же, смысла она не имеет, потому что она снижает транспортабельность, а мне наоборот надо ее повышать. Такая вот фара. У нас есть бронированная фара, но защищенная дает больше статов, да. Ну, больше инфт экипаж, да. Меньше безопасности, вот. Но опять же, это не имеет смысла, я бы ставил вот так вот, да, то есть если бы я проектировал такой танк, я бы сделал вот так. Оп, так, люк, он снижает конструкцию, в принципе, до этого я использовал, какой я сейчас использую люк? Так, я использую вот этот вот люк, потому что он снижает, ну, наверное, я бы такой использовал наклонный люк, да. Потом тут я бы поставил так. И здесь у нас стоит улучшенная вентиляция. Угу. Это не самая хорошая вентиляция. Опять же, я бы поставил теплоотвод. И у нас вышел бы... Да, стали бы поставил французскую. Здесь я бы поставил, наверное, все-таки... Да, все-таки тебя. И вышел бы у нас вот такой вот танчик. Давайте сравним 878, 848. Но делать такой танк мы не собираемся, поэтому мы не сохраняем проект. К сожалению, это у нас бесполезный корпус оказался. Башня здесь была старая, соответственно, башня, нам нечего нового взять. Пушка новая пушка, да? Что у тебя здесь стоит? Казённик снижает 2 этих, и он возвышение орудия убирает, да? Еще у нас есть вот такой, но он нам не нужен. А наш казённик, он склонение орудия убирает. Тут у нас что добавляется? Склонение и скорость стрельбы. А тут у нас скорость стрельбы и основное вооружение надежность, да? То есть, в принципе, а какая у тебя совместимость, слушай? Какая у тебя совместимость? Тебя вообще в башню... Да, тебя можно в башню поставить. Прикольно. 347 против 375. Ну, давайте мы сейчас тут посмотрим. Оптика. Оптика у нас плохая. Оптику ставим вот такую вот. Цилиндр. Цилиндр у нас возвышение убирает. У нас есть более крутой такой же цилиндр. Да. Такой еще есть цилиндр. Так, мы пока тебя оставим. 12, 10, 6. 12, 10, 6. Ну, там точность растет. Точность или скорость стрельбы. Наверное, скорость стрельбы. Но тут сильно это падает. Да? А точность всего плюс 2. Так что да, наверное, мы возьмем тебя. Так. И все, да? Да. И можно поставить сюда вот эту штучку. У нас есть вот такая прибамбаса. Я обычно ставлю либо вот такую вот на возвышение орудия, да? Можно поставить вот такую вот. Опять же, склонение возвышения еще больше будет.
Меньше надежность, больше ремонтопригодность. А есть что-то полезное? Склонение меньше, больше надежность, больше точность, да? Так, здесь мы режем возвышение. Возвышение. Мгм, у нас точность, да, не дается? То есть тут точность плюс 7. Так, точность 3, точность 3, точность 8 есть. Минус возвышение. Точность 8. Можно тебя поставить. Соответственно, поставить тебя. Или взять, вот ты возвышение режешь, а можно порезать склонение орудия. Где у нас тут есть что-то, что режет склонение орудия? Видимо, нету, да? Да, видимо, нету. Вот так вот. Сколько ты очков набираешь? 357 против 379. Наверное, все-таки лучше тебя сделаю. Вот. Мы откажемся от этой пушки, мы откажемся от этой пушки и будем делать вот эту вот СА. Пушка, спасибо. За пушку большое спасибо. Двигателей новых нету. Еще есть новые гусеницы. Гусеницы, что вы нам дали? Направляющая минус скорость по дорогам. Ведущее колесо минус надежность. А вот это у нас минус 2 члена экипажа, минус скорость этих, ну, по дорогам скорость, ну, не знаю, наверное, тоже не имеет никакого смысла. Уберем в ангар. Все. В общем, сейчас я буду потихонечку переходить в третью эру. Опять же, если будет что-то интересное, я включусь. Если нет, то нет. Так, а вот и первый интересный момент. Столкновение наших танков Перу П1 против Балдур Аус А. И мы победили, причем сильно. Достаточно, у них осталось 4 танка на высокой интенсивности боя в поселке по бездорожью на равнинах. Мы прям, нас не пробили, мы прям уничтожили. Да, вот так вот. Так и работаем. Плюс я еще сразу же на будущее, так как такие заказы будут, сделал танк Парагвай П1. Пулеметный танк, потому что такие заказы, опять же, от Великобритании будут поступать к нам. Вот такой вот прикольненький танчик. Ну и все, я сделал тетрарх, он у меня в архиве, чтобы я не мог его поставлять, чтобы я не мог использовать там от него детали, я их тоже убрал в архив. Когда придет время, я из архива это достану и сразу же смогу все производить. Плюс я сейчас построил вот эти здания, я снес строительный отдел, управленческий отдел, и этот отдел я тоже снесу, чтобы лишние деньги не тратить, потому что строить я больше ничего не буду. У меня здесь есть линия, я вот нанимаю потихонечку рабочих на третью линию. Я подумал, что мне нахер не надо вот эти вот вторые линии. Везде у меня админ слотов по 3. Осталось только дождаться нужных администраторов, которых пока что нету. Да, какие у нас есть администраторы здесь? Давайте посмотрим. Так, в доступности. На склад ресурсов есть, мы его наймем. И все, да? Еще на склад ресурсов есть, мы тоже тебя наймем. Хорошо, ресурсный склад мы забили. Осталось у нас что? Давайте посмотрим. 3. Один администрирующий, да, ну, то есть один администратор для администрации нам нужен, и 2 администратора для производственного цеха нам надо. И все. Остается только ждать, делать танки, изучать исследования, покупать танки. Поэтому выключаюсь до следующего интересного момента. Ну и сразу же второй интересный момент. В войне против Турции Аенгус МЛЕ-2 не пробил наши танки, ну или не уничтожил, да, скорее всего не пробил, да. Да. Показатели пробития плюс 26, а показатели брони минус 28. А мы, соответственно, его пробиваем. Хотя, да, показатель брони плюс 20, брони пробития
Ой, как тут это все странно сделано, типа. Что-то плюс 28, минус 26. В общем, мы его уничтожаем, а он нас нет. Настолько хорошо, что их осталось 5, а мы не потеряли ни одного танка. Вот это я понимаю. Вот это, да. А вот это я не понимаю. Какого хера 27-й год на дворе, все еще танки Первой мировой. Ладно, я бы понял, если бы от талой страны, но у Великобритании серьезно. Да. Ну так, в общем, ребята, хочу немножечко вкинуть по тому, что я сейчас делаю. Я пришел путем несложных манипуляций к такому мнению, что мне, кроме, видать, этих двух танков... Да, кстати, зацените, какой прикольный танчик. Это как Т-26, но башня французская. Тут нет Т-26, но я его сделал. Ну, почти. Не знаю, ну прикольный, ну мне нравится. Ну, тоже крутой. Вот он на превьюшку пойдет. Так вот, о чем я? Кроме этих двух танков, мне больше ничего не надо, потому что этот танк проходит вообще везде, как средний крейсерский он проходит, как танк прорыва он проходит. Он не проходит как межвоенный танк. Надо, кстати, посольство закрыть во Франции и в Сербии. А я считаю. Вот как танк для патрулирования колонии он подходит. В общем, он подходит на роль вообще всех танков. А второй танк подходит на роль вездеходных танков. Ну вот можно посмотреть последний заказ. Вот мой танчик, вот мои танчики, вот мой танчик, да, вот еще один мой танчик. В общем, танки у меня... Кстати, Сербия, ничего себе, да? Куда ты вырвалась? Это, я так понимаю, по рангу внутри страны. Ну-ка, приблизим, что у нее тут. Россия захватила Югославию. Найс. Сербия, в общем, я закрываю у тебя. И у Франции я тоже закрываю. Франция закрыть. У Британии внутренняя политика, ну-ка. Бюджет, предпочтения, войска, экономика, дипломатия, экономические предпочтения, рост доходов, расширение дорог, рост города, военные предпочтения, армейский корпус, танковый корпус. Ага, то есть можно посмотреть, допустим, что здесь больше армии внимания уделяют, а тут вообще очень сильно уделяют внимание армии. А в Японии что там? Тоже так же, как и в России. Хотя заказы, кстати, идут, но ну, вот так вот. В Китае чего? Также, есть страна, кроме Британии, где танкам уделяют много внимания. Типа, может быть, Испания. Вообще нет. Италия. Тоже нет. Турция, может? Ой, в Турции вообще все плохо по танкам. Швеция. Ну ладно, США. США, не подвини меня. 50 на 50. Ладно. Канада. Ну, в принципе, тогда я не сильно понимаю. Ладно. Допустим. А что я хотел показать-то? Мне надо закрыть посольство во Франции. Я закрыл. Британия. Танковый корпус. Что я хотел здесь показать? Я не знаю, что я хотел здесь показать. Внешнюю политику. Вот, союз. Франция, Италия, США, Канада, Россия, Япония. Япония неплохо. И Россия, да, мы с ними сотрудничаем. С этими странами мы не сотрудничаем. Торговка с Сербией, мы с ней сотрудничали. Греция, Мексика, Канада, Китай, США. Пакт о ненападении Греции, Китай. Война. Румыния, Испания, Австрия, Венгрия, да? А врагов тут нету. Ну ладно. Вот, в общем, я сейчас вот этими танчиками буду тогда выполнять заказики.
потому что скучно сидеть, ничего не делать. Как вы можете заметить, у меня сейчас 40 миллионов уже на счету, 28 год. Я жду. Значит, я чего жду? Я жду новых проектов от этого концерна. Он должен выпустить Гросс-трактор с башенками пулеметными от Пазика первого, да? Я жду отсюда, наверное, или отсюда, в общем, откуда-то из этих французских концернов вроде что-то еще должно быть или нет, или я путаю, скорее всего путаю, да? Вот. Ну, в общем, я жду новые танки, я жду, когда наконец-то мы перейдем уже в третью эру, потому что я в ней с начала второй эры, вот у меня уже четвертая эра выполнена, если что, да, то есть третья еще не наступила, у меня уже четвертая выполнена во второй эре. Это легкий уровень сложности, я с этим ничего не могу поделать. Начало игры сложное, а потом ты во второй эре переходишь в четвертую, нахер, ну типа, вот так вот. Я бы играл на средней, но я не смог, повторяюсь, я лох. Не знаю, как я в первый раз смог. И почему я не смог во второй, третий, четвертый раз. Но так вот, ждем третью эру. Ай, ребята, ну что я хочу сказать. На дворе уже 1931 год. Я сижу, я чуть-чуть поделал заказы, я сижу уже без заказов очень долгое время. Вот я все пропускаю, сейчас покажу. Я не принял, тоже, абсолютно не принял. А вот 170 выполнил. Сколько? 13 заказов я пропустил. Я сижу, новые танки не появляются, а когда они появятся, это не будет иметь смысла. Давайте я зайду в тест-драйв, чтобы... ну, хоть что-то на картинке было, да, чтобы не сидеть просто так. Вот на Колумбии и покатаемся, да. Что я хочу сказать? На этом этапе я уже не хочу сидеть дальше, потому что мы играем с вами на легкой сложности. Ну и, грубо говоря, при должном желании, при должном хотении я бы уже полностью изучил все исследования третьей эры и сидел бы уже в третьей эре сейчас, продавал танки третьей эры. Они бы только начали появляться там, я не знаю, в каком году они появляются, но уже 1930-й, но я предполагаю 36-й год. Ну, мне до 36-го года надо будет сидеть... Да, хотите сказать и ждать, пока они только начнут появляться, когда я уже буду иметь там 200 лямов на балансе, 300 лямов, делать танки третьей эры, последние самые, Кромвели и... я не знаю, какой тут последний танк, Чифтон, Центурион, Викерс, по-моему, если я не путаю. Я в британской технике не прям сильно шарю, да, а там только начнут появляться Т-34, пазики, да, вот это вот все. Поэтому я хочу... Ну, серия очень короткая вышла, но что поделать, но если вот так вот. Но мне нечего сюда добавить, ну... Я могу чуть больше поговорить, но по сути, ну вот я сделал танки ультимативные на втором ранге. Я могу даже их дополнить пулеметом хотя бы первым, да, из третьего ранга, и клепками из третьего ранга, сталью из третьего ранга, сваркой из третьего ранга, хотя бы самый начальный. Они будут лучше, чем ультимативные. Вот, и сидеть просто, ну... Это неинтересно просто-напросто, понимаете? Мои танки хорошие, мои танки лучшие, мои танки замечательные. Но на легкой сложности я играл не один раз, и каждый раз по итогу все приходит к тому, ну вот я играю. Ну, до этого я как играл на легкой сложности, я играл, до какого-то момента доходил, начинал заново, потому что мне было что-то интересно новое попробовать, играл, опять же до какого-то момента доходил, опять начинал заново, мне было интересно попробовать. До третьего ранга я почти никогда не доходил, то есть я на втором ранге заканчивал, начинал заново, потому что мне было интересно, опять же, попробовать что-то новое там.
Ну вот просто интересно, да, что-то новое собрать, что-то новое попробовать. Потому что все-таки первый ранг танков дохерища, вот этого всего дохерища, но все ты чисто физически не успеешь попробовать. И поэтому я там тут, в эту попытку, я проходил через немецкие танки, которые вот эти ПТшки. Допустим, но мне интересно еще попробовать какие-нибудь французские танки, да. Я начинал заново там французские танки, потом мне интересно было это, я начинал заново, вот так было. И одну из попыток я прошел до 3-го ранга, я его открыл, опять же, полностью, еще до того, как 3-й ранг вообще появился, потому что я был на легкой сложности, как и сейчас, поэтому я не вижу в этом никакого смысла продолжать дальше, учитывая, что, опять же, ну вот я сейчас себя намеренно как-то ограничиваю, просто чтобы не не испортить себе контент, хотя он и так уже попорчен, потому что легкая сложность слишком легкая, а на средней сложности у меня не получилось. Я повторюсь, я не знаю почему, я не понимаю почему. В чем проблема, я не могу на этот вопрос ответить. Я предполагаю, что опять же чисто рандом. То есть в тот трай мне повезло, что британка заказывала авангардные танки. Она заказывала авангардные танки, и я как раз их делал. А в следующий трай, допустим, британка будет заказывать тяжелые пулеметные танки. А мои танки не подходят под тяжелые пулеметные. Я делаю то же самое, но заказы идут другие, поэтому я просто, я не могу. Вот, видимо, просто чисто из-за удачи. Поэтому я, наверное, на этом этапе закончу данное прохождение. Не вот кому нравится эта игра, кто ее ждет там и так далее, вы не переживайте. Я продолжу дальше в нее играть. Будет второе прохождение. Я не знаю, как быстро оно будет. Наверное, я вот сейчас это прохождение закончу. Да, закончу. И я сделаю... Ух ты, стену поставили, ничего себе. Я сделаю прохождение по абиотику, начну делать. Соответственно, супермаркет-симулятор, мне кажется, там тоже не так долго осталось, потому что там уже идет тоже неинтересно. Там покупателей до хера, заказов до хера. То есть, дальше есть смысл, да, там расширяться, строить новые полки, какие-то таблички, да, нанимать персонал. Но это все типа... Это не новый контент какой-то, это все идет повторяющийся контент, который просто нарастает. То есть ты расширяешь магазин, ты покупаешь новые полки, ты выкупаешь новую лицензию, соответственно, тебе надо выставлять больше товара, больше бегать, потому что магазин стал больше полок, за большим следить, да, ты там нанимаешь уборщицу, значит тебе надо больше платить денег. Если тебе надо больше платить денег, у тебя меньше остается, тебе, соответственно, надо там как-то, опять же, расширяться. То есть это вот чисто идет, поначалу идет тяжеловато, да, когда у тебя нет денег, нет покупателей, нет ассортимента товаров, да, но потом у тебя идет просто кубическое расширение, да, то есть в кубе, не в квадрате даже, а в кубе. У тебя становится больше в кубе денег, ты в кубе больше расширяешься, под расширением я имею в виду вообще все, то есть и расширение магазинов, покупка новых полок, покупка лицензий, да, покупка персонала, ты в кубе расширяешься, у тебя из-за этого еще больше в кубе идет прирост денег, да, то есть уже в 4-й степени, в 5-й степени, ты начинаешь в 5-й степени, там, в 4-й расширяться, у тебя еще больше денег становится, ты еще больше расширяешься, это бесконечное расширение. Чем больше у тебя денег, тем больше ты расширяешься и получаешь еще больше денег, из-за чего ты еще больше расширяешься и еще больше получаешь денег. Я думаю, я понятно выразился. Я просто стараюсь чуть время потянуть, потому что серия все-таки маленькая, да, своими рассуждениями. Кому не интересно, вы можете уже выключать, хотя, в принципе, надо было сказать это раньше, потому что я уже закончил свои рассуждения.
Вот. И, соответственно, о чем я говорил про супермаркет Тайкун, он тоже не сильно удивит, поэтому, конечно, я буду в него играть соло дальше, потому что я хочу получить все ачивки и закрыть эту игру на 100% в Steam, просто чтобы у меня еще одна игра пополнилась в закрытых на 100%, да. Но после того, как я закончу супермаркет, у меня будет House Flipper, потому что он долгий, и Абиотик, потому что я его начну вот сейчас, когда я закончу Arms Trade Tycoon. То есть, 3 прохождения. Да, 3 прохождения. Сейчас у меня это House Flipper, Arms Trade Tycoon и Супермаркет. Сейчас я Arms Trade Tycoon заканчиваю. Соответственно, у меня остается Супермаркет и House Flipper. Я еще начинаю Абиотик. Вот, супермаркет я закончу, у меня будет Абиотик, House Flipper, я еще начну опять, наверное, Arms Trade Tycoon, но чуть-чуть по-другому как-нибудь попытаемся разыграть, да. У меня идейка есть через французские танчики попробовать, с Францией задружиться, да. Вот. Может быть, США, во вторую эпоху купить танк США, потому что он достаточно успешный, его и Британия покупает, и США будет покупать, да. Можно будет с Канадой подписать, она тоже делает заказы на вот этот танк типа... Я не помню, как тип называется егошний, но вот у США, у Канады, у еще каких-то стран этот танк принимается на вооружение, да, точно не знаю, но вот у Канады знаю точно, у США и у Канады они принимают этот танк на вооружение. Танк разведки, вот, легкий танк разведки, как-то так. Может, как-то так сыграем на средней сложности и дойдем до третьей эпохи, посмотрим третью эпоху нормально, адекватно, да. Не как сейчас вот у нас вышло, потому что, я повторюсь, если бы я уже исследовал бы всю свою третью эпоху, а она еще даже не появилась, то есть, 30-й год она еще даже не появилась, понимаете? Вот. Поэтому, это просто неинтересно сидеть, ограничивать себя, да, то, что я не могу брать исследования, хотя, по сути, вот как только начнется третья эпоха, я начну брать исследования, я исследую все раньше, чем будет, то есть у меня и так дохера денег, даже если я не смогу что-то исследовать, я просто буду сидеть без всего, у меня 0 грантов, у меня кредит еще есть возможность взять, да, то есть, я не проиграю уже никак, никогда, да, этот трай, потому что он на легкой сложности. Вот. Именно поэтому я посидел так и принял решение завершить. Я не знаю, сколько часов я потратил на этот ролик. Я паузил, а не просто снимал, поэтому на записи у меня сейчас 30 минут, полчаса. Вот как раз из этого выйдет где-то 20 минуток. Вот так вышло. Что я могу поделать? Вот представляете, в супермаркете сохранения в Steam Cloud идут, в RimWorld идут, в Хойке идут, в CK3 идут, во всех играх идут, но в Arms Trade Tycoon не идут. Вот так вот. Я с этим ничего не могу поделать. Я бы, может быть, написал об этом на сервере разработчиков в канале с обратной связью и предложениями, типа как обратная связь или Qual, да, выбрал категорию и написал, что вот я переустановил винду, а в Steam Cloud-то сохранения не идут. Ребятки, давайте мы с этим что-то попытаемся сделать, да, потому что это не кайф. Вот я играл, а сейвы запоролись, а я вообще-то их даже снимал. Но, повторюсь, меня забанили там. Забанили, причем не по моей вине. Относительно по моей, конечно. Вот. Кто не в курсе, меня забанили на сервере разработчиков этой игры за то, что мой аккаунт был взломан. Взломан он был. У меня стоит и двухэтапная аутентификация, и пароли всякие, вот это все у меня стоит, почта привязана и так далее. Но в Дискорде достаточно знать токен, чтобы ты мог войти в аккаунт, и тебе ничего не надо, ни пароль, ни двухэтапку, ни подтверждение по почте, вообще ничего. Просто если ты знаешь токен какого-то аккаунта, ты спокойно можешь в него зайти. У меня
была установлена вирусная программа, которая, видать, спиздила мой токен, отправила куда надо. Челы по этому токену вошли в мой аккаунт. С моего аккаунта они всем отправили везде, то есть всем моим чатам, на моем сервере, на всех серверах, где я был. Я был только на своем сервере по танкам. Вот. Они отправили рассылку, рекламы казино, за это меня заблокировали. И я попытался это как-то обжаловать через друга, да, чтобы друг там на сервере написал, что, ну, вот, мол, так и так, человека взломали, он к этой ситуации не имеет никакого отношения, то есть, ну, это не он, может, все-таки как-то удастся разбанить, потому что, ну, человеку важно присутствие на этом сервере, он все-таки иди туда пишет и так далее. Ответили, что нет, ни хера, ну, типа, все вопросы к Дискорду, нас не ебет, у нас очень жесткие правила, поэтому, так что вы пытались, с вашего аккаунта была рослана рассылка, вас взломали, да, рассылка это казино, казино пыталось наебать людей, поэтому мы вас забанили и разбаним никогда, блять. Ну, то есть, меня взломали, отправили рекламу, меня забанили справедливо, но справедливо было бы, если бы я эту рекламу отправил. У меня тоже стоит бот, который, если скидывается ссылка, допустим, на сервак какой-то или так далее, он сам банит пермачом, потому что это реклама другого сервера, мне это нахера на моем сервере, мне это не надо. И поэтому, ну, как бы было бы справедливо, если бы я это отправил. Но такая ситуация, что меня взломали, я типа говорю, что я даже могу предоставить доказательства, что в этот момент я был на работе, я не имел доступа к своему аккаунту в Дискорде, это сделал не я, вот. Но мне сказали, повторюсь, иди нахер, у нас правила, соси хуй. Тебя взломали, ты отправил рекламу, соответственно, мы тебя забанили и никогда не разбаним, потому что ты лох. Вот. У меня почты не одна, две, да. Собственно, Gmail и Яндекс. У меня мой Discord привязан к Gmail. Я создал новый аккаунт через Яндекс почту. И я не смог войти на этот сервер. Пишет, что я тоже забанен. Я не знаю, как я могу быть забанен на только что созданном аккаунте. Но я забанен и там. На только что созданном аккаунте. Не спрашивайте меня как, я не знаю. Поэтому доступ к этому серверу я не имею вовсе. Может быть, стоит создать какую-нибудь mail почту или еще что-то. Но мне есть такая мыслишка, что я буду забанен и так. То есть, если я создам новый третий аккаунт с помощью mail почты той же самой, да. Ну, вы же все знаете, что вот я помню времена раньше, времена были, что чтобы создать почту, тебе не надо было ни хера. То есть ты просто приходил, создавал почту, тебе писало, ну, типа ты там указывал свой возраст, там имя, тебе писало несколько вариантов твоей почты, да, как она будет. И ты создавал почту, все. В War Thunder даже, помните, была такая херня, что ты кидал ссылку приглашения другу, он получал какой-то мизерный бонус. И если он доходил до 3-го ранга, ты получал золото. Если он доходил до 5-го ранга, тоже там еще больше золота, да. И многие абузили это, они создавали новую почту, создавали аккаунт по ссылке своей, играли на нем до 3-го ранга, доходили, получали на свой основной аккаунт золото. Этот аккаунт, ну, забивали, создавали опять же новую почту, потом заново по ссылке друга регистрировали аккаунт, опять качали до 3-го ранга. И так люди фармили золото бесплатно. Эту темку прикрыли, вот. И в те времена я создавал, ну, я до хера создавал аккаунтов. Это потому что было просто. Ты просто создаешь аккаунт, все. Сейчас, чтобы создать аккаунт, тебе нужен номер телефона. На один и тот же номер телефона ты не можешь создать несколько аккаунтов. То есть, если ты создал аккаунт на номер телефона там 8 800 555 3535, да, создал один аккаунт почты, ты не можешь зайти, нажать создать аккаунт, ввести номер 8 800 555 3535 и создать второй аккаунт. Тебе скажет: долбоёб, у тебя уже есть аккаунт по этому номеру телефона. Иди куда подальше, бро. Поэтому, ну,
я не могу создать новую почту. Я не обладаю 10 миллионами сим-карт, да, в нынешних реалиях я не могу создать новую почту, соответственно, я не могу создать новый аккаунт Дискорда и с этого нового аккаунта Дискорда зайти на этот сервер. Кстати, насчет этого бана, почему у меня новый аккаунт оказался в бане, у меня два предположения. Первое предположение в том, что бан прилетел мне по почте, то есть, ну, первая часть почты совпадает, а вторая часть почты, да, вот у меня первый аккаунт на Gmail, второй аккаунт я создал на Яндекс, ну, почта, по сути, одна и та же, просто меняется в конце Gmail, Яндекс, там, Mail.ru, какие еще почты есть, не знаю, вот, после собачки, и типа, ну, у тебя забанили аккаунт на Gmail почте, соответственно, ты создаешь аккаунт на Яндекс почте, и он тоже в бане, потому что почта одна и та же, если тебя забанили, то, соответственно, ну, с любой вариацией этой почты, да, там mail создашь, ты все равно в бане будешь, еще какую-то почту создашь, ну, в плане окончания будет другое, я не знаю просто какие еще есть, я знаю Gmail, Mail, Яндекс, все. И второе предположение, что меня забанили по железу, то есть неважно с какого аккаунта я попытаюсь туда зайти, я буду в бане изначально, то есть перманентный бан по железу, вот. Или по айпишнику. То есть, ну, соответственно, с моего айпишника пытается зайти человек, неважно с какого аккаунта, и он там в бане. Потому что при заходе смотрят, что этот айпишник в бане по IP, то есть, ну, с этого IP, да, бан на все аккаунты, и, соответственно, банят аккаунт, который пытается с этого айпишника зайти, неважно, что это за аккаунт. Может, еще такая теория. Либо по железу, либо по айпишнику, либо, опять же, по почте, то, что у меня Gmail аккаунт забанили, я создаю новый на той же самой почте, просто в конце Яндекс. Discord мне дает такую возможность, да, на одну и ту же почту разных вариаций сделать разные аккаунты. Разных доменов, да, на одну и ту же почту разных доменов, скажем так, то есть почтовых ящиков. У меня есть Google почтовый ящик, на нем аккаунт, я пытаюсь на ту же самую почту, но Яндекс почтового ящика создать аккаунт, мне это разрешает Discord, но может быть бан именно, ну, по самой почте, неважно какой почтовый ящик ты используешь, вот у тебя есть почта, типа может так. Я не знаю, честно. Скорее всего, вряд ли, скорее всего, это либо по айпишнику, либо по железу, но не суть. Куда-то я далеко зашел. 40 минут уже записи. Я достаточно растянул, мне кажется. В общем, если вам понравилось, ставьте лайки. Если вам не понравилось, ставьте дизлайки. Не забывайте подписываться на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать новые видео. Пишите комментарии от 5 слов. Делитесь этим роликом с друзьями. Переходите по ссылкам в описании. Ну и с вами был Башка. Счастья вам!